Глава 45. Ловушка для учих. Мы находились почти у цели. Минато-сенсей был чем-то обеспокоен, поэтому послал передовые отряды на позицию. На наши вопросы он отвечал односложно, будто бы и сам до конца не понимал, что не так. Сейчас главное быть готовым ко всему. Я не знаю почему, но мне кажется, будто бы мы идем в ловушку. Все слишком спокойно, так говорил он. Тогда мне думалось, что это лишь мнительность бывалого воина. И хоть я сам предчувствовал неприятности, но все же старательно отбрасывал их, связывая с личной паранойей. И этот момент наступил. Мы услышали серию взрывов. Несколько секунд все вертели головами, в ужасе смотря на Минато и Какаши. Рин подскочила ко мне. Ее лицо выражало озадаченность и обеспокоенность. «Надо спешить», — сказала она, вырываясь вперед. Остальные шиноби тоже вышли из ступора и ускорились. Через несколько минут мы прибыли на место сражения. Я раздвигал массивные еловые ветви, ступая ногами по жесткому замерзшему снегу. С каждым шагом картина передо мной расширялась. Десятки тел, лежащих на снежном поле со стороны гор, которые были по ту сторону, виднелись едва заметные фигуры шиноби. Их было достаточно много. Я слышал, как кричат раненые, как пытаются собрать оторванные конечности или вытекающие наружу внутренние органы. Горстка бойцов, что сидели в наспех сделанных окопах, жестикулировали руками, призывая нас пригнуться. Следом за мной вышел Минато-сенсей, его брови зло сдвинулись, в глазах мелькнул огонек ненависти. «Обита, Какаши, помогите мне, я возьму дальних, а вы ближних, будьте осторожны», – проговорил сенсей крайне серьезно и холодно. «Есть», – ответили мы, глядя друг на друга. Учитель метнул свой кунай вдаль, после чего, словно молния, начал перемещаться от точки к точке, подхватывая раненых. Дальние атаки врага были бесполезны против скорости учителя, поэтому несколько самонадеянных шиноби скрытого облака решили, что смогут одолеть его в ближнем бою. Однако Минато лишь перенесся к ним, легким движением руки прорезая глотки. В эти секунды его лицо казалось лишенным эмоций, будто бы кто-то управлял этой немыслимой силой со стороны. Я и Какаши не стали терять времени. Под прикрытием моей техники огня, которая уничтожила поток сюрикенов и кунаев, летящих из заготовленных ловушек, друг оттаскивал раненых. Давление со стороны врага стало нарастать. В этот момент я выхватил катану и планомерно стал отбивать метательное оружие. Шаринган в моих глазах интенсивно просчитывал траекторию полета. К тому же мне нужно было отбивать атаки так, чтобы не задеть Какаши. Так мы отступили в окопы, где Рин немедленно приступила оказывать помощь. «Мне срочно нужны обезболивающие, бинты, иголки и нитки». «Рин, оказывать помощь тут не совсем удобно», — сказал я под звуки взрывов. «У нас особо выбора нет, прижми его тут рукой», — ответила она, указывая на место, где мне нужно было помочь. Минато-сенсей перенесся назад, положив на землю остатки раненых. «Учитель, нам нужно прикрывать медиков, тут слишком открытая местность», — воскликнул Какаши, складывая ручные печати. «Понял, создать земляные щиты», — скомандовал Минато. Опешие шиноби быстро собрались, видя твердость своего командующего. Через секунду над нами появились пласты земли, которые образовали своеобразный купол. Раненый, которому оказывалась помощь, истошно закричал, после чего чакра в руках Рин засветилась еще ярче. Облегчение проступило на лице шиноби вместе с испариной. «Где эти учиха?» – прокричал кто-то из бойцов. «Они должны были поддержать атаку. Может, это из-за них мы попали в ловушку? Я знал, им нельзя доверять». Гул среди бойцов нарастал. Мой гнев тоже. Неожиданно с моих уст сорвались слова. «А ну всем молчать!» Мои товарищи взглянули на меня с легким испугом, после чего выдохнули и продолжили держать оборону. «Что думаешь, Обита?» – спросил Минато, обдумывая ситуацию. «Учиха не могли предать. Я тоже так считаю. Но где они?» О месте встречи было сообщено. Кажется, мое предчувствие указывало именно на это. «Думаю, что могу предположить, где они», – задумчиво пробубнил Какаши, доставая карту. «Откуда?» – вопросил я. Серия взрывов. Многие были довольно близко к нам, но один выбивался из общей массы. Он шел с востока. Даже если так, нам нужна более точная информация. Именно. Поэтому я вызову помощников. Какаши вновь сложил ручные печати, призвав Пакуна. Инкен беспокойно посмотрел по сторонам, после чего вернул своей мордочке привычный холодный вид. «Видимо, что-то важное, раз мы сидим в каком-то окопе. Пакун, ты можешь сказать, есть ли кто-нибудь поблизости на востоке?» Нинкен принюхался в указанную сторону, после чего задумчиво почесал лапой свой морщинистый подбородок. Трудно сказать, но кажется, я уловил запах группы людей. Вернее,
горелой плоти. Далеко? Точно не скажу. Примерно в минутах 10-15 отсюда. Чем ближе буду, тем точнее информирую. Это все предположение, пробубнил Какаши. Надо проверить, вдруг Учиха попали в ловушку. Тогда я иду туда, сказал я, отрезав размышления Какаши. Один? Это же самоубийство, возмутился мой друг. Какаши прав. Обита, даже мощь твоих глаз может не помочь, учитывая... Поддержала Рина, хотела также напомнить и о последствиях использования Мангёку Шарингана, но остановилась и опустила голову. «Я понимаю ваши переживания», – начал я, стараясь говорить как можно более спокойно. «Но лучше меня кандидатуры нет. Какаши и Минато-сенсей, вы нужны тут. Наши шиноби нуждаются в твердой руке, чтобы не потерять боевой дух. Рин, сейчас от твоих действий зависит жизнь всех этих раненых. Оставить их значит обречь на гибель. Я же много времени провел, играя в прятки с врагом. Меня никто не поймает». Я неловко засмеялся. Ребята переглянулись, глядя на Минато. Тот улыбнулся, привычно положив мне руку на плечо, и проговорил. «Это клан Обита, и он, как никто другой, сможет возглавить их в случае необходимости. К тому же, если в лесах есть ловушки, Обита с его опытом с легкостью справится». Какаши недовольно выдохнул, после чего кивнул Паккуну. «Двигайтесь быстро, мы должны начать наступление. Если вскоре не прибудут Учиха, то мы пойдем без них. Однако риски больших потерь в таком случае возрастут многократно. Сейчас мы здорово вляпались. Но я что-нибудь придумаю к вашему возвращению. Удачи, Обита. Я вернусь очень быстро, ты и подумать не успеешь, Какаши». Фу, на твое счастье. Я не такой тугодум. «Будь осторожен, Обита!» Болезненно улыбнулась Рин, перевязывая место, где я держал руки на теле больного шиноби. Я погладил ее ладонью руки, убирая кровь со слегка красноватых щек. «Сегодня мы поставим точку в этой войне», — сказал я, вытягивая руку в сторону товарищей. Минато, Рин и Какаши положили свои ладони на мою. «Тогда вперед, команда!» – скомандовал учитель. «Вперед!» – дружно ответили мы. Я и Пакун двигались через лесной массив. Перемещение по еловым деревьям было весьма затруднительным и занимало много времени. Я активировал Камуэ и, взяв Нинкена на руки, начал перемещаться. После каждого перемещения Пакун корректировал направление. Глаза жутко напрягались, однако выбора у меня не было. Сейчас некогда себя жалеть. Уже после пары переносов я услышал звуки битвы. «Много людей», – процедил Пакун. «Запах гари. Это могут быть техники огня. То, в чем мы, Учиха, считаемся лучшими». Мы двинулись вперед. Нескончаемые колючие ветви начали редеть, сменяясь снежными горками и просторными полянками. Я выскочил на окраину. Стоя на горке, я увидел, как внизу мельтешили группы шиноби. Звуки ударов клинков, использованных техник струи огня, вырывающиеся с одной из сторон. Все эти движения до ужаса знакомые и привычные. «Нет сомнений, это потерявшийся отряд Учиха», — сказал я. «Да, только они весьма в затруднительном положении», — пробубнил Пакун. «Именно. Отправляйся к Какаши. Сообщи, что я скоро вернусь назад с подмогой. Ты сможешь найти дорогу без меня?» «Не переживай», — ответил я, поглаживая его по голове. «Меня никто не собьет с пути». «Хорошо, но будь бдителен. Сейчас от этого многое зависит». Пакун, тебе что, от хозяина передалась привычка учить?» Пошутил я, разбегаясь и прыгая вниз. Едкий дым охватил поляну. Бойцы обеих сторон сошлись в ближнем бою. Валившись в самую гущу, мне пришлось парировать удары с обеих сторон. Лезвие катаны скрежетало от ударов врагов и союзников, но в скором времени я вклинился в оборону врага, нанося быстрые удары. «Тут один из шиноби Канохи, режь его!» – прокричал мужской бас, замахиваясь на меня массивной дубиной. Несмотря на его массу, оружие весьма быстро ринулось вниз. В то же время несколько лезвий катан стремились вонзиться мне в бока, однако я разочаровал моих врагов. Двойка атакующих сбоку прошли сквозь мое тело и пронзили друг друга. Бугай, пытающийся превратить мою черепушку в месиво, злобно вопросил, увидев, как его орудие прошло насквозь. «Иллюзия? Гензюцу?» «Не угадал», — ответил я, полоснув его быстрым движением клинка по горлу. Мой враг упал на колени, прижимая руку к рассеченной артерии. Он пытался схватить меня свободной ладонью, но вместо этого упал на землю, окрашивая снег вокруг красным цветом. Наконец, дымовая завеса начала рассеиваться, а ряды врагов редеть. Со стороны союзников послышался клич: «Испепелить их!» Это явно плохо кончится. Я вспомнил любимый прием Какаши, используемый в такие моменты, который потому и скопировал. Сложив ручные печати, я выстроил массивную земляную стену, защищая себя и блокируя отступающему врагу путь. Огромные струи, поток, шары огня охватили площадь. Даже в укрытии я чувствовал жар, который шел от этих техник. Крики, огонь
агонии умирающих, сжигаемых заживо врагов, резали уши. Через несколько секунд они замолкли навсегда. Что ж, теперь главное, чтобы свои меня не прикончили от неожиданности. «Эй ты, мы видим твою чакру, выходи из-за стены», – послышался до боли знакомый голос. «Я свой, надеюсь, меня там не поджарят?» – сказал я, отшучиваясь. «А это мы сейчас проверим!» – крикнул еще кто-то, усмехаясь. В эту секунду к моему горлу приставили клинок. «Насколько же вы невнимательны, Обита-сэмпай», – шепотом проговорил детский голос. «Ты меня недооцениваешь, Шисуэ», – ответил я, радостно улыбаясь и кивком головы указывая на кунай, который прижал к его животу. Тот опустил оружие, глядя мне в глаза, хитро прищурился и ответил. «Я в вас не сомневался, сэмпай. Как же ты подрос?» – удивился я, осматривая мальчика. «Шисуэ?» – прозвучал строгий голос. «Хватит там болтать, выводи его сюда, если это наш боец». Фугаку-сан, это не просто наш боец». «Фугаку-сан?» – удивленно сказал я, идя за выглядящим беззаботно Шисуэ. И я вышел следом за Шисуэ, который заложил руки за голову. Казалось, что он выглядит довольно счастливым. Мальчик шел навстречу тройке взрослых шиноби, однако одного из них я узнал сразу. Мужчина среднего возраста, с длинными черными волосами, доходящими до самых плеч, и большими темными глазами, как у всех остальных членов клана Учиха. Под его губами находились небольшие складки, что придавали ему более суровый вид. И зеленый жилет Джоунина, под которым черная рубашка. Символы военной полиции Канохи красовались на плечах. Черные штаны, передник с белыми ромбами, Фугаку Учиха, человек, которого в деревне прозовут свирепый глаз Фугаку. Даже будучи подручным Мадары, я бы не хотел сталкиваться с таким, как он, в прямой конфронтации. Рядом с ним стояли еще двое. Первый взрослый мужчина с пепельно-седыми волосами и прищуренными глазами. Его лицо казалось вечно недовольным. Подобное выражение можно было частенько видеть у Данза. Одет он как типичный сотрудник военной полиции Канохи. Правда, на руках у него были напульсники, а также пояс, что шел вокруг талии. Второй – молодой парень, примерно 16 лет на вид. Отличительной чертой его можно было посчитать длинные, даже по моим меркам, черные волосы, которые спускались ниже плеч. Его форма выглядела довольно новая, это значит, что он недавно зачислен в ряды военной полиции. Итак, эта троица смотрела на меня и Шисуэ с некоторым недовольством. Фугаку обратился к проходящему мимо Шисуэ. «Ты задержался. Нам нужно действовать быстрее». «Понимаю, Фугаку-сан. В лесу их оказалось немного больше, чем мы предполагали», – крайне серьезно ответил мальчик. «Успешно?» «Да, живым никто не ушел», – проговорил он и опустил голову. «Молодец, как мы ожидали. Ты действительно гениален, Шисуэ». С этими словами Фугаку потрепал его по голове. Мальчик лишь грустно улыбнулся и поклонился. Он пошел к остальным, стараясь не смотреть на двух оставшихся. Видимо, отношения у Шисуэ с ними весьма натянутые. В этот миг, увидев меня, Фугаку-сан улыбнулся и жестом подозвал к себе. На его лице уже не было привычной серьезности. Он выглядел больше как заботливый отец, который долго не видел своего ребенка. Я ответил на его приветствие почтительным поклоном. «Фугаку-сан, рад вас видеть». «Обита, сколько лет прошло? Ты так вырос и возмужал?» – сказал глава клана Учиха, кладя руку мне на плечо. Я заметил, как двое его сопровождающих переглянулись и тоже изменили свой холодный оценивающий взор на благосклонный. «Так значит, это и есть Обита Учиха?» – спросил пепельноволосый шиноби, глядя на меня своими прищуренными глазами. «Да», – кивнул Фугаку-сан. «Обита – это Яшира Учиха, один из сотрудников военной полиции». Я вежливо поклонился. «Рядом с ним Инаби Учиха. Он окончил академию на год позже тебя и в наших рядах недавно, но я уверен, станет отличным шиноби деревни». «Благодарю вас за похвалу, Фугаку-сан. Очень рад познакомиться, Обита-сан», – сказал парень, кланяясь мне. «Зови меня просто Обита. Мы ведь одногодки, считай», – неловко отвечал я, пытаясь прекратить этот парад условной вежливости. «Мы много слышали о тебе. Твои действия прославили наш клан в глазах деревни, и мы все гордимся таким выдающимся шиноби. Правда, на собраниях клана ты не появляешься», – вклинился Яшира, делая акцент на моем неучастии в жизни клана. «Ну, я в общем пытался оправдаться, понимая, что просто был занят другими делами». «Не пугай его, Яшира, он ведь не ерундой занимался. Учитывая послужной список Обита, такие вещи можно опустить до конца войны». «Вы правы, не переживай, Обита, я шучу», – усмехнулся шиноби.
Почему-то я чувствую в этом человеке некую фальшь. Все мое нутро не доверяет ему. Быть может, мы встречались в прошлой жизни? Нужно будет освежить свою память. Если я хочу помочь клану, внимательно нужно следить за теми, кто ведет двойную игру. Я не мог больше мило стоять и беседовать, когда где-то шло сражение, поэтому сразу же перешел к делу. «Фугаку-сан, что вы здесь делаете? Учиха нужно было встретить с основными силами в указанном квадрате». Глава клана вмиг убрал улыбку с лица и зло вопросил: «Разве она не здесь? Это мы хотели спросить у командующей группы «Центр», где они шляются. Мы попали в ловушку и потеряли нескольких бойцов». «Да», встрял Иваби. «И после этого появляетесь вы и заявляете, что мы не в том месте? Как это понимать?» Я зло глянул на парня своими красными глазами. Тот сделал шаг назад, чувствуя, что зря влез. Фугаку выдохнул и продолжил: «Спокойнее, Наби. Видимо, тут нечто большее, чем просто путаница. Я могу посмотреть на карту, которую дали вам?» – спросил я, понимая, к чему клонит глава. «Конечно, Яшара, дай карту». «Есть». Мне протянули бумагу. Я внимательно осмотрел ее и понял, что координаты совсем не сходятся. Секундная вспышка гнева едва не заставила меня разорвать злосчастную бумажку, сдерживая злость. Я процедил: «Кто ее передал?» «Член Анбу. Он нагнал нас, сказав, что план изменился. Передал конверт с указаниями и этой картой. Затем мы выдвинулись в указанный квадрат». Монотонно и спокойно повествовал Фугаку-сан. «И этого шиноби нет? Так я понимаю?» «Да, он ушел». Я выдохнул, сложил карту и вернул ее главе клана. Очевидно, нас кто-то предал, подставив все наступление под угрозу срыва. Более того, враг хотел разобраться с Учиха, наивно полагая, что сможет заманить их в западню. Я посмотрел на своих соклановцев. Они ходили по полю боя, оттаскивая тела погибших собратьев. Я никогда особо не был близок к клану, но ощущал сильную печаль. Действовать нужно было быстро, но мне нужно знать, с кем же мы столкнулись. Я подошел к телам. Большая часть скрытого облака, но на некоторых шиноби отсутствовали протекторы их деревень. Это значит, что возможные другие каги приложили руку к ослаблению военного потенциала Канохи. Чертова политика. «Воды!» – прохрипел один из бойцов где-то недалеко от меня. Мне хотелось подойти, ведь если есть выжившие, значит есть и информация. Однако меня опередил маленький мальчик. На вид ему было не больше 5 лет. Меня поразил факт, что столь юный представитель клана находится тут, на поле боя. Мальчонка подбежал, вынимая свою бамбуковую фляжку, и напоил врага. Израненный шиноби, что лежал с закрытыми глазами, открыл их и прохрипел: «Спасибо!» Но это было еще не все. Через секунду его глаза резко блеснули, рука потянулась за кунаем, и я рванул к парнишке, до которого оставалось пару шагов. «В сторону!» – прокричал я, готовясь убить врага, но этого не понадобилось. Мальчик резким и выверенным движением полоснул вражеского шиноби, после чего рука второго безвольно обмякла, орошая снег капельками алой крови. И я затормозил в аккурат рядом с ним. Юнец повернулся ко мне и глянул своими черными, как ночь, глазами. Сердце болезненно кольнуло этот взгляд. Я не спутаю его ни с одним другим. Полный спокойствия, хладнокровия и вечной печали. Ребенок, что по праву считается гением во всех поколениях клана. Итачи Учиха. Мальчик даже не смотрел в сторону убитого. Казалось, он сделал это автоматически, будто бы просчитав подобный исход. Неожиданно он шелохнулся и посмотрел на финал своего отточенного действия. Итачи казался удивленным, но, вероятно, больше потому, что его пытались убить, хотя он не желал зла. И я застыл на месте, всматриваясь в него. В этот момент Фугаку-сан подошел к нему. «Отец», – начал Итачи, – «почему этот шиноби пытался меня убить? Я же ничего не сделал». «Потому что это война», – тихо ответил Фугаку, опустив свой взгляд на труп шиноби. «Война?» – переспросил мальчик, словно не понимая смысла слов отца. «Это война не между людьми, а между странами, поэтому незнакомцы бесцельно убивают друг друга». «Значит, это и есть война?» – опустив голову, грустно подытожил Итачи. «Это и есть мир шиноби», – холодно ответил Фугаку. «Послушай, Итачи, никогда не забывай то, что видишь здесь». Итачи кивнул. Я внимательно следил за диалогом отца и сына, и, кажется, теперь я понимаю, где были посеяны семена сомнений Итачи. Мальчик с ранних лет видел ужасы, убивал и был вынужден подчиняться. Все это сделало его таким. Деревня взрастила это дитя, будто бы всю жизнь готовя к подобной участи. «Это ваш сын?» – спросил я, прекрасно зная ответ. «Да, Итачи мой сын. Ты, наверное, видел его несколько раз. Тогда он был совсем крохой, а теперь...» Я не закончил. Мальчик перевел на меня взгляд глубоких черных, как сама тьма, глаз. Он с интересом глядел куда-то вглубь, словно пытаясь понять, что у меня на душе. Я чувствовал смятение.
Вы не думаете, что посылать сына в таком возрасте сюда немного неправильно? Спросил я с нотой злости в голосе. Он должен понять, что мир шиноби – это бесконечная борьба, как с врагами, так и с самим собой. Чем быстрее он это поймет, тем проще ему будет достигнуть успеха. Я вижу в Итачи огромный потенциал, и он не перестает меня удивлять. Слыша это, Итачи грустно опустил голову. Хоть отец похвалил его, мальчик не казался радостным, как выглядели бы другие дети, слыша похвалу от знаменитых родителей. Неужели это задевает его? Дети должны радоваться жизни, смотреть на прекрасное и учиться состраданию, не убивать. Эта война вынудила отправлять на поля сражения детей, и я не могу это принять, поэтому желаю, чтобы она закончилась, тихо ответил я главе клана, рассуждая о сказанной им речи. Фугаку-сан сложил руки на груди и вдохнул свежий морозный воздух, призадумавшись над сказанным. Итачи же удивленно посмотрел на меня, словно увидел нечто новое, отличное от того, что окружало его в жизни. «Нам пора выдвигаться, Фугаку-сан. Мы потеряли слишком много времени за всеми этими рассуждениями». «Ты прав. Итачи, в случае опасности, если меня не окажется поблизости, держись рядом с Собита». «Хорошо, отец», – ответил мальчик, вежливо склонив голову перед ним. «Полагаюсь на вас, Обита-сан». Я потрепал Итачи по голове. Это действие принесло мне неописуемые чувства радости, позволяя скрыть собственные воспоминания об этом человеке. «Все будет хорошо, Итачи. Верь мне». Продолжение следует.